Всем привет! Сегодняшний видеообзор будет с ноткой весны. В нем я поделюсь процессом декорирования пасхального яйца диаметром 10 см. В качестве декора я буду использовать птичек, перья и жемчужины. А декорировать я буду яйцо, которое мы с вами обтягивали бархатом в одном из видеообзоров. Посмотреть можно по ссылке вверху. Надеюсь, видеообзор вам понравится и будет полезен. Приятного просмотра! Все ссылки на материалы, которые я буду использовать, оставлю в описании под видео. Шов на яйце я уже закрыла тесьмой золотого цвета шириной 0,5 мм, а сверху наложила декоративную ленту со стразами в 3 ряда. Также с лицевой стороны яйца по краям декоративной ленты я добавила цепь со стразами в золотом цвете шириной 2 мм. Перламутровые полубусины диаметром 0,5 мм я использовала для декора перьев, которые будут украшать птиц. И, конечно, сами перья вот такого нежного пудрового цвета. Также для декора буду использовать прошивные бабочки золотой нитью. И из нового молда я сделала вот таких двух птичек из текстурной пасты Сонет, а затем их окрасила акриловыми красками разных цветов. Очень милые птички получились, и я думаю, что перышки с таким декором будут смотреться рядом с ними очень красиво. Также для украшения бабочек я буду использовать стразы в цапах диаметром 2 мм. Надеюсь, вам понравится такой вариант декора для пасхального яйца. Из инструментов мне понадобится стилус, клей B7000 и горячий клей. Перед тем, как клеить декор к заготовке, сначала я его всегда примеряю. Основными элементами декора пасхального яйца будут птицы, поэтому начну с них. Одна птица будет сидеть как будто на ветке сверху, в качестве ветки будет перо. Вторая птица будет стоять снизу, и перо будет выступать в роли продолжения ее хвоста. Кстати, эти подставки я использую только когда фотографирую либо делаю видеоконтент. А во время работы я использую вот такие кругляшки, которые остаются у меня от тейп-ленты, которую я использую для создания ростовых цветов. Очень удобно, и еще в качестве рабочих подставок можно использовать бобины от скотча. Сначала на заготовку я приклею перышки, клеить я их буду на горячий клей. После того, как горячий клей остыл, я приступаю к проклейке птичек. Лепнину я всегда клею на клей B7000 либо B6000. Клей наношу на всю поверхность, немного не доходя до краев. Так, при нажатии клей не вылезет из-под лепнины на нашу заготовку. Для декора округлых поверхностей лучше использовать гибкую лепнину. Делать гибкую лепнину мне нравится из текстурной пасты Сонет. Лепнина получается качественная, довольно упругая и плотная. После того, как лепнину приложили к изделию, сразу не давите, а посмотрите, легла ли она ровно. И после этого можно сильно прижимать. Я удерживаю где-то пару минут. И вот такая нежность получается. Теперь нужно решить, куда добавить бабочек. Также еще, возможно, я добавлю пару перышек. А завтра уже 9 февраля, и это означает, что я с вами встречусь на прямой трансляции в 17:00 по местному времени. На этой прямой трансляции мы с вами задекорируем шар диаметром 10 см и добавим к нему балерину. Возможно, кто-то еще не видел, как сделать балерину. Посмотреть можно по ссылке вверху. Перед тем, как клеить бабочки на бархатное яйцо, сначала я приклею на них стразы в цапах диаметром 2 мм. Я добавлю по стразе на края крыльев. Клеить стразы я буду с помощью клея B7000. Так как стразы клеятся на сквозную ткань, не забывайте отодвигать ее от рабочей поверхности.
И вот такая бабочка-красавица получается. Клеить ее к бархатному яйцу я буду с помощью горячего клея. Но перед тем, как клеить, сначала я ее согну напополам, для того, чтобы она впоследствии держала форму. Такой декор создавать тяжелее, так как нужно, чтобы все элементы сочетались между собой. Желательно все подбирать в одной цветовой гамме и чтобы основных цветов не было более 3. Со стразами работать проще, так как их можно расположить в хаотичном порядке, либо же выложить какой-то узор. И как пример, по ссылке вверху вы можете посмотреть видеообзор на эту тему «Выкладка страз на бархатном пасхальном яйце». Ну что же, мне все нравится, получается очень нежно и по-весеннему красиво. Думаю, нужно добавить бабочку в угол справа и также бабочку другого диаметра на обратную сторону бархатного яйца. Здесь я бабочку не буду сгибать, хочу, чтобы она видна была полностью. И, конечно, перед тем, как приклеить ее к заготовке, я сначала наклею на нее стразы в цапах. Далее у основания яйца добавлю пару перьев, а затем добавлю бабочку большего диаметра на обратную сторону яйца. Пока я клею бабочку, хотела вам задать один вопрос. Меня попросили снять видеообзор на тему, как рассчитать стоимость готового изделия. Буду очень благодарна, если вы напишите в комментариях, интересна ли вам эта тема. Также к завтрашней прямой трансляции вы тоже можете подготовить свои вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Ну что же, яйцо готово, и у вас, наверное, возник вопрос, почему для пасхального яйца я выбрала такой декор. Ответ очень прост. Мне написали и спросили, есть ли пасхальное яйцо в качестве подарка для крестницы. И я предложила вот такой вариант. Он пришелся по душе заказчику, чему я очень рада. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такого плана декор. Буду рада обратной связи. А на сегодня это все. Я надеюсь, что видеообзор вам понравился и был интересен. Если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. До встречи на канале. Всем пока!